Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. С вами, как всегда, Катя. И сегодня я подготовила для вас мастер-класс очень простой новогодней поделки. Будем делать статуэтки в виде смешных снеговиков. Вы их видели на моем рабочем столе в предыдущих видео, и несколько раз я получала комментарии, что вы хотите по ним мастер-класс. И вот наконец-то я его выкладываю. Но прежде чем приступать, хочу рассказать вам о новом канале, который называется «Юля не Юли». Сейчас на канале ведется активная подготовка к новогодним праздникам. Очень много идей красивого, современного декора, который действительно украсит ваш интерьер и придаст ему индивидуальности. Юля старается использовать в своих работах материалы, которые найдутся практически в каждом доме. Ну и больше всего меня привлекла рубрика «Муза из магаза», где она своими силами повторяет стильный декор, который приглянулся ей в магазине. В общем, после просмотра моего видео обязательно заглядывайте по ссылке в описании на канал. Сегодня Юля подготовила для вас мастер-класс по декору елочных шаров. Ну что, приступаем? Для основы мне понадобятся капроновые колготы или носки. А чтобы удобнее было их заполнять, можно натянуть их на ведерки или баночки. Ну или позвать помощника, который их придержит. Для наполнения подойдет бетон или гипс. Я выбрала бетон, потому что хочу получить долговечные не бьющиеся фигурки, которые будут радовать не один год. Из капрона нарезала толстенькие шнуры. Специально взяла колготы контрастного цвета, чтобы вам было хорошо видно. Перевязала, разделяя каждую заготовку на 3 части. Не старайтесь делать их ровными, идеально круглыми. Нужно, чтобы они как бы расползались в разные стороны. И самое сложное – выждать хотя бы 2-3 дня, чтобы состав набрал прочности. И уже потом срезать с заготовок капрон. Это очень пыльный процесс, поэтому я его даже не снимала. Чтобы выровнять поверхность, можно оклеить ее бумажными салфетками или зашпаклевать основу. Я готовую смесь немного развела водой, чтобы ее можно было наносить кистью, и она заполнила все мельчайшие выемки и неровности. А для шлифовки взяла самую мелкозернистую наждачку. Мне хочется сделать одного снеговика чуть повыше, поэтому на более низкую заготовку приклеиваю голову из воздушного пластилина. В белую краску добавила буквально по капельке черного и золотого цвета. Камера этого, к сожалению, не передает, но получился очень красивый оттенок. Дно нужно заклеить фетром или фоамираном, чтобы бетон не царапал поверхность мебели. Я использую ПВА. Он еще дополнительно пропитает бетон и не будут осыпаться мелкие песчинки. Шляпы делаются очень легко из ватных дисков. Нужно только пропитать их ПВА, чтобы поля держали форму. Тулью буду делать из ваты, и чтобы удобнее было ее формировать, сделала каркас из проволоки. Чтобы ее уплотнить и она сильно не пушилась, закрепляю ее нитками, а потом уже пропитываю ПВА. Для второго снеговика приготовила колпачок красивой формы. Он так плавно расширяется кверху и как будто специально создан для этой поделки. После просушки покрываю еще одним слоем. И так, пока не наращу нужный объем.
черный строительный колер разбавила столярным клеем ПВА. Он более густой и в нем содержится пластификатор, который после высыхания даст тонкую глянцевую пленку. Мордашки рисую перманентным маркером. Обычный фломастер не подойдет, так как он поплывет, когда будете покрывать игрушку лаком. Я уже нарисовала одну пуговицу маркером, а потом вспомнила, что у меня есть вот такие рельефные стразы. Сначала покрашу их в черный цвет и приклею. После высыхания на шляпу наношу черный металлик, но не полностью, а только по рельефу полусухой кистью. Потом точно так же розовую и фиолетовую перламутровую краску. Не даю ей высохнуть, а сразу растушевываю цвета. Специально для рук купила вот такие веточки с красными ягодками. Думаю, лучше всего тут будут смотреться вот эти большие глянцевые. Каждую веточку разрезаю на две части и приклеиваю на термоклей. Потом просто закрашу его в цвет основы. Снеговички очень простые, на них совсем нет никакого декора. И чтобы они выглядели более празднично и интереснее, сначала покрываю их глянцевым акриловым лаком и затем обсыпаю белым глиттером. Для снеговика с бетонной головой слепила морковку из воздушного пластилина. А второму решила сделать ее из термоклея. Нанесла его на проволоку и, когда он немного остыл, мокрыми пальцами придала нужную заостренную форму. У этого снеговика, как вы помните, голова из пластилина, и поэтому можно в нее будет ставить проволоку. И точно так же тонирую кончик морковки золотой краской. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось вам, то поддержите, пожалуйста, его лайком. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы YouTube присылал вам уведомления о моих новых выпусках. Также напоминаю, что в описании вы найдете ссылку на Юлин творческий канал. Также заглядывайте к ней, подписывайтесь, поддерживайте. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Увидимся совсем скоро в моем новом видео.